Как вы относитесь к термину постиндустриальный этап развития капитализма? Что это такое, на ваш взгляд? Я расскажу вам быль. Я вот выступал официальным оппонентом по докторской диссертации одного коллеги из Политехнического университета Санкт-Петербургского. Выступали мы вместе с профессором Казеновым у нас на докторском совете Санкт-Петербургского государственного университета. Я дал положительный отзыв, но у докторанта было написано, что у нас постиндустриальное общество. Я сказал, что вот я вижу единственный, но большой недостаток, вот то, что он написал, что у нас постиндустриальное общество. Вот если бы у нас полностью была разрушена экономика, полностью промышленность была бы разрушена, то есть индустрия была бы полностью разрушена, то наше бы производство было постиндустриальным, экономика была постиндустриальной, и общество было бы постиндустриальным, то есть экономики у нас вообще своей нет. Мы должны побираться, так сказать, с умой ходить по миру и обращаться к тем, у кого есть промышленность и индустрия. У Америки есть, у Англии есть, у Японии есть, у Франции есть, у Германии есть, а у нас, видите ли, постиндустриальное общество. Вот люди, которые это пишут, или они немножко неграмотные по-русски, потому что они не понимают, что такое пост. Пост – это после. Если после индустриального общества, если у вас после индустриального общества, значит нет этой индустрии у вас. А если у вас нет индустрии, значит у вас не может быть и развития научного крупного, не может быть культура развитая, не может быть развитая другие сферы, медицина. Почему? Потому что чем более развита индустрия, тем, следовательно, выше свободное время общества. Свободное время общества – это время свободное от производительного труда, от материально-производительного труда. Поэтому чем выше производительность труда и технический прогресс, тем более совершенной является индустрия. Чем более общество является индустриальным, в том смысле, что у него есть прочная база для создания материальных благ, тем больше свободное время общества, и тем больше и духовно оно и в научном отношении, и в культурном отношении богаче. Поэтому это вот болтовня про постиндустриальное общество, это очень вредная болтовня. Она позволяет людям, вместо того, чтобы думать, как восстановить нашу промышленность и как ее развивать, она рассуждает о том, что у нас, понимаете ли, гигантский разворот научно-технической революции, у нас, видите ли, постиндустриальное общество, тогда, когда нам нужно сохранить хотя бы то, что еще не успели разрушить в 90-е годы. Изменился ли пролетариат со времен Ленина? Если да, то как? Изменилась техническая база, безусловно. Во-первых, можно сказать, что по сравнению с тем, что было, там, допустим, в царской России и так далее, разве можно сравнить вот ту техническую базу, которая была в царской России, и та техническая база, которая есть сейчас? Безусловно, колоссальные изменения. Но эти изменения были когда? В основном в советское время. За время после разрушения социализма ничего такого серьезного, никаких серьезных изменений в технической базе не произошло. А что произошло? А произошло старение всего нашего машинного парка вместе с нашим рабочим классом. У нас рабочие в значительной мере пожилые. Почему? Потому что уничтожены соответствующие технические училища, профессиональные технические училища, которые, скажем, вот при Романове в Санкт-Петербурге, в Ленинграде вовсю развивались. Поэтому у нас есть молодые люди, молодые рабочие, плохо обученные, и которые имеют там 3-й, 4-й разряд. А требуется какой разряд везде? Пожалуйста, потребность колоссальная в рабочих. Какого разряда? 5-го, 6-го. Откуда взять 5-й, 6-й разряд? Уйдут, если эти самые рабочие. И, сказать, невозможно будет создавать ту продукцию высокотехнологичную, которую сейчас нужно создавать. Отсюда, между прочим, и это вот такая апокалиптическая акция, как вот эта пенсионная реформа. Видимо, перепуганное правительство понимает, что завтра вот эти люди уйдут на пенсию, которые имеют 5-й, 6-й разряд, старые, рабочие, пожилые. А поскольку не развито ученичество должным образом, никто это не поддерживает, деньги за это не платят, не обучают молодых, не готовят смену молодых рабочих. И вообще у нас в авторитетах рабочие не ходят, а у нас в авторитетах кто? Юристы, экономисты. Можно подумать, что они что-то великое сделали в юриспруденции,
Вот, кроме разговоров о правах человека и гражданском обществе и прочее, или там экономисты, которые говорят, давайте будем двигаться на рынок, все решит рынок, то есть нам думать ни о чем не надо. Они ни о чем и не думают. Вот что у нас происходит, кто у нас на первых местах, на кого равняется, в том числе на кого ориентирует молодежь. Сделать бы жизнь с кого? Ну, с кого? С бизнесмена, который за $2 покупает и за $4 продает, и на эти 2% и живет, поскольку он даже умножить не может и не может понять, что такое проценты, даже на это в этом отношении не тянет. Вот такая у нас в этом отношении идет, складывается здесь картина. Так что изменяется рабочий класс. У нас 27 миллионов рабочих сейчас, гораздо больше, чем было в России в 2017 году. Это за глаза хватает для того, чтобы совершить социалистическую революцию. И поэтому я задающим этот вопрос советую не просто вопросы задавать, а участвовать в организации рабочего класса, становиться на его позицию и помогать рабочему классу готовить взятие власти через создание советов и через восстановление советской власти. Не эту власть надо ходить в нее. Давайте будем каких-нибудь крановщиц или еще кого-нибудь из хороших людей, из рабочих, предлагать на пост президента. Потому что президент в буржуазном государстве – это высшее должностное лицо, которое должно осуществлять диктатуру буржуазии. Если вы подберете такого человека из рабочих, ну это, конечно, самое хорошее, чтобы вот рабочими помыкал от имени буржуазного класса бывший рабочий. Такое бывает. Таких предателей можно найти. Или из людей недалеких. Но когда этим занимаются некоторые политические партии, это выглядит очень некрасиво. Это вам не выборы в парламент. В парламент там вы можете в парламенте отстаивать какой-то закон, проводить его в интересах трудящихся, или, по крайней мере, воспользоваться теми возможностями связи, и возможностями бесплатно ездить по всей России для того, чтобы организовывать рабочее движение. Да. Участвуйте в выборах в парламент, в Государственную Думу. А что вы лезете участвовать в выборах в президенты? Это не наше дело. Пускай там они сами решают, кто у них главный. Это другой класс решает, класс буржуазии. Кто сегодня является для коммунистов главной движущей силой социальных преобразований? Что это за люди? Какова их численность? Ну, можно сказать, что я на этот вопрос уже ответил. Это рабочий класс, и численность его в России 27 миллионов человек. А вот почему вы этот вопрос сейчас задаете, мне очень интересно. А вы кто думали, кто? Вы кто думали? Ну, кто может сейчас? Вот все вот эти... Я вот тоже этот вопрос обдумал, поскольку они такие вопросы поступают регулярно. Но кто-то, видимо, хочет, чтобы сказали, вот вы являетесь, конечно, вы, или программисты, или мы вот профессора, или, значит, художники, или пианисты, или медики, ну, что угодно. Вы не понимаете, что наш труд, который труд у людей становится такой, что он не соединяет, а скорее разделяет. Вот мое движение вперед зависит не от коллективных усилий, а от того, что я напишу, что я расскажу, что я напечатаю и так далее. Потому что это особенность интеллигентского труда. Интеллигентский труд, он индивидуальный. Интеллигент есть носитель знаний. И для того, чтобы получить больше знаний, никакого количества людей не надо. Мне не нужно ни сколько человек. И любому другому интеллигенту. Вот если вы способный программист, вы можете стать системным программистом. Вы написать можете прекрасную программу, вы можете разработать еще другие вещи. Но речь идет не об этом, не о том, чтобы нам продвинуться вперед, вверх, персонам, а о том, как общество спасти от эксплуатации. А это может сделать только рабочий класс. Почему? Не потому, что какой-то рабочий больше знает интеллигента. Вот Ленин на эту тему, значит, конспектируя работу Плеханова, акцентировал на том, что, конечно, каждый средний интеллигент больше знает, чем средний рабочий. Но мы же говорим не о знании, а о сознании. А сознание рабочего с гораздо большей определенностью предопределяется его условиями, чем сознание интеллигента. Потому что интеллигент может поддерживать какой угодно класс. Разве мало людей из интеллигенции, которые поддерживают буржуазию и славят ее? Разве мало у нас работает, там, скажем, в средствах массовой информации, например, на телевидении, на центральном, в газетах центральных, которые верой и правдой служат буржуазии. Может, их мы поставим их на первое место? Может, они это самая революционная сила? Они же специалисты, они же талантливые. Как вы думаете, талантливый человек обязательно на правильных позициях стоит? Нет. Вот Гитлер талантливый человек. Он картину нарисовал, он книгу написал. Я вот спрашивал иногда студентов, у вас есть книга? Нет. А у Гитлера есть.
А вы картину нарисовали? Нет, а он нарисовал. А он полководец хороший или плохой? Ну, если 4 года сражались с гитлеровской армией, хороший он полководец или нет? Талантливый или нет? Талантливый. Поэтому талантливость не надо путать с гениальностью. Гениальный человек – это тот человек, который продвинул человечество вперед. А талант – это тот человек, который очень способный. Эту способность он может направить и против развития человечества. И таких у нас случаев тьма. И вот многие люди, которые хотят, так сказать, с пьедестала убрать, хотя бы из такого теоретического пьедестала, из идейного пьедестала, рабочий класс убрать, и помалкивают, кого они хотят туда, на этот пьедестал поставить. Вот эти навязчивые такие вопросы, а кто у нас передовой, а кто, по-вашему, еще передовой? Но я даже не слышал, чтобы кто-нибудь говорил, что кто сейчас передовой. Или говорят, когнитариат, кто что чего-то знает. Да мало ли чего я знаю. Я знаю одно, делаю другое. Разве не может быть такое? Сколько угодно. Я знаю, как воровать, но не ворую. А другие знают, как делать революцию, но не делают. И так далее. Разве вопрос о знании или о сознании? Мы какое сознание собираемся поддерживать? Мы собираемся поддерживать сознание революционного класса, пролетариата. И партия соединения научного социализма с рабочим движением. И партия должна быть партией рабочего класса. И единство на классовой основе, на основе интересов рабочего класса. И это не может быть единство марксизма с извратителями марксизма. Надо ли взаимодействовать с мелкой и средней буржуазией? Если да, то в каких пределах? Значит, товарищ, который задает этот вопрос, задает ее не очень корректно. С мелкой буржуазией, конечно, надо взаимодействовать. Потому что мелкая буржуазия – это кто? Это трудящиеся. Это трудящиеся, но они не продают свою рабочую силу, они своими мелкими средствами производства, они сами производят продукцию и выносят ее на рынок. Это трудящиеся. Вы спросите меня или сами себя. С трудящимися рабочий класс должен взаимодействовать? И вопрос очевидный. Конечно. А как он может с ними взаимодействовать? Так, он должен бороться и привлекать к этой борьбе тех представителей мелкой буржуазии, для которых ясна перспектива падения в ряды пролетариата. Потому что мелкий буржуа из 100 человек, судьба его такова, что из 100 человек 1-2, может, вылезут в буржуа. И в этом смысле, вот вы сказали, средняя буржуазия. Средняя буржуазия – это враг рабочего класса. Потому что она буржуазия. Средняя, она крупная буржуазия. И мы, когда говорим мелкая буржуазия, это не маленький буржуй, это не капиталист. Мелким буржуа называется мелкий хозяйчик, работающий на рынок собственными средствами производства, не эксплуатирующий чужого труда или эксплуатирующий труда в малой степени. То есть, если он больше затрачивает своего труда, чем привлекает чужого, эксплуатируемого труда. Вот если у меня есть 2 работника или 3 работника, а я больше работаю, чем эти 3 в сумме, потому что я работаю, допустим, по 13 часов, а они по 8 часов, то, может быть, я, и несмотря на то, что я их даже эксплуатирую, какое-то количество людей, я все равно мелкий буржуа. То есть в чистом виде, может быть, и не получается он мелкий буржуа, а в такой вот с переходная такая форма. То, что касается буржуа, это человек, который живет чужим трудом, который тоже сам, может быть, и работает, но основной источник у него чужой неоплаченный труд. То есть он эксплуататор. Какой может быть союз с эксплуататорами? Подумайте сами, что вы задаете, спрашиваете, какой может быть союз с эксплуататорами? Ну, это не серьезный вопрос. Вот я хочу сказать, что вы когда задаете вопрос, вы думаете, что вы задаете. Не я себя показывать. Это же вы публично задаете вопрос. Чтобы это он прозвучал. Вы хотите, чтобы прозвучало, что вы не понимаете разницу между мелкой буржуазией, которая трудящаяся, и средней буржуазией, которая буржуазия, которая эксплуататорами является, и которую поэтому надо отличать как прямо противоположный класс.